Приветствую вас, мои кибертронцы. Сегодня я расскажу о том, кто такой Optimus Prime из мультсериала Трансформеры Prime. Да, подобных роликов немало на YouTube, но когда я захотел пересмотреть что-то на эту тему, оказалось, что подходящих видео не так уж и много. К тому же, новое — это хорошо забытое старое. Что ж, пора начинать. Альтформа Оптимуса Прайма в первых двух сезонах это был красно-синий грузовой лайнер Коронадо. В третьем же сезоне, после улучшения, это стал экспериментальный военный грузовик той же расцветки. Из вооружений Оптимус Прайм в первых двух сезонах имел два ионных бластера и два боевых клинка и звездный меч. В новой же форме в третьем сезоне и в полнометражке Трансформеры Восстание Предаконов у него появились крылья в робомоде, тяжелый лазерный пулемет и импульсная пушка, а в режиме альт-мода имеет ракеты с тепловой системой наведения. Может активировать самые сильные артефакты Иокона и обладает способностью к полету в робоформе. В оригинале его озвучивал Питер Каллен, в русском же дубляже его озвучивал Александр Коврыжных. Оба актера очень хорошо справились со своей задачей и чувствуется настоящий голос лидера. Теперь поговорим об истории персонажа. Оптимус Прайм — это бывший архивист Иокона, носивший имя Орион Пакс. Он был учеником Альфа Триона, начал изучать историю Кибертрона и заметил коррупцию в рядах современных властей, а также неравенство простого народа. Орион был не одинок в своих взглядах. Он познакомился с Гладиатором, присвоившим себе имя одного из 13 праймов — Мегатронус. Тот начал как шахтер, затем стал гладиатором и поклялся бросить вызов коррумпированным властям. Мегатронус собрал армию сторонников, среди которых был Саундвейв. Орион Пакс и Мегатронус начали общаться и обсуждать идею справедливого общества. Оба хотели, чтобы все жители были равны, имели право голоса и право выбора. Мегатронус стал для Ориона старшим наставником. Вступив на политический путь, Мегатронус сократил свое имя до Мегатрона. Вскоре он и Орион предстали перед Высшим Советом. Мегатрон намеревался насильственно свергнуть старый строй и стать следующим праймом. Но Орион вступал за то, чтобы народ Кибертрона сам выбирал лидеров. Несмотря на общую цель, их методы кардинально отличались. Высший Совет, увидев в Орионе благородство, решил назначить его праймом. Мегатрон пришел в ярость. Тот, кто прошел путь от шахтера до гладиатора, сам всего добивался, и вдруг звание прайма получит некий архивист. Мегатрон пошел войной на Кибертрон вместе со своими сторонниками, называемых десептиконами. Планета начала умирать. В надежде спасти Кибертрон, Орион отправился к ядру планеты, Праймусу. Праймус, увидев мужество Ориона, даровал ему великую матрицу лидерства. Так Орион Пакс стал Оптимусом Праймом, предводителем свободных и автономных роботов, называемых автоботами. Матрица лидерства — вместилище чистой энергии и коллективной мудрости праймов, накопленной за миллионы лет. Благодаря этой мудрости Праймус смог победить Юникрона в древние времена и изгнать ее в глубины космоса. Автоботы и десептиконы покинули Кибертрон и потом оказались на Земле. В настоящее время Оптимус Прайм — главнокомандующий силами автоботов. Его характеризуют как мудрого, благородного и справедливого лидера. Он искусный воин, но питает отвращение к насилию, может быть строгим и даже суровым, но никогда жестоким. Оптимус всегда заступается за слабых и великодушен к пораженным врагам. Ради друзей он готов пойти на любой риск и любые жертвы. Например, когда стал известен план Мегатрона киберформировать Землю с помощью Омега-замка на Кибертроне, Оптимус решил пожертвовать своей родиной ради спасения Земли и всего человечества. Конец первого сезона. В ходе решающей битвы с Юникроном Оптимус задействовал матрицу лидерства, чтобы погрузить гиганта в стазис. При этом он выпустил энергию матрицы и потерял часть памяти, забыв собственное имя, и вновь начал считать себя Орионом Паксом. Под влиянием Мегатрона
Он поверил, что они заодно. Чтобы вернуть Прайму память, пришлось организовать рисковую экспедицию в центральный архив Кибертрона Вектор Сигма за необходимыми файлами. После этого Оптимус смог вернуться к своим обязанностям. Поиски реликвий. Одного из главных забот Оптимуса стали поиски древних кибертронских реликвий, спрятанных на Земле. В финал второго сезона Оптимус отправляется со своим отрядом на Кибертрон, чтобы отвоевать родную планету у десептиконов. Когда десептиконы разгромили земную базу автоботов, Оптимус получил тяжелые повреждения и едва не умер. Его спас Смолскрин, и Прайм получил новую киберформу. В полнометражном мультфильме «Трансформер Прайм. Охотники на чудовищ. Восстание предаконов» Оптимус пожертвовал собой, прыгнув в колодец искр. Это с одной стороны завершило восстановление Кибертрона, а с другой прервало линию Праймов. В завершении хочу сказать, что Оптимус Прайм мой любимый персонаж из всех. Особенно впечатляет голос в дубляже Александра Ковришных. Именно таким, каким должен быть голос настоящего лидера. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, напишите комментарий, как вы относитесь к этому персонажу. Всем спасибо и до встречи.